Всем привет! Меня зовут Елена, это канал Вяжу с удовольствием. Сегодня предлагаю связать вместе со мной вот такую интересную простую шапочку крючком на весну. Она связана из пряжи в 100 граммах 480 метров. Расход здесь очень-очень маленький, у меня ушло на 56 размер, меньше половины моточка. Крючки здесь использованы для резинки 2,5, для основного полотна 4 крючок. Высота шапочки вместе с резинкой составляет 27,5 сантиметров. Такая завышенная макушечка, можно носить как шапку пини. Естественно, что высоту шапочки можно сделать другой, размер шапочки можно сделать любой за счет того, что она вяжется очень просто, без каких-то мудреных расчетов и без особых умений в вязании крючком. Справится даже начинающий вязальщик или вязальщица. Всем приятного просмотра, смотрите видео дальше, там я все подробно рассказываю. Не забывайте подписываться на мой канал и нажимать на колокольчик, чтобы быть в курсе новых интересных публикаций. Раппорт узора в ширину составляет 5 петель, а в высоту 2 ряда. Очень-очень простой узор. Недавно я таким узором вязала белый джемпер. Ссылочку оставлю внизу в описании, в первом комментарии и в правом верхнем углу. Кому интересно, посмотрите. Вязание шапочки я начну крючком 2,5 с цепочки из воздушных петель. Я буду вязать поперечную резинку, поэтому я наберу небольшое количество петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Вполне хватит. Теперь 2 петельки на подъем. Накид в третью не вяжем, вяжем в четвертую. Вяжем все полустолбиками, этот весь ряд, до конца ряда. Полустолбики с одним накидом. Весь ряд я провязала. Делаю 2 воздушные петли подъема. Поворачиваю вязание, накид. Вот в эту петельку я не вяжу, в следующую вяжу полустолбик за заднюю стеночку петли. Накид вот за заднюю стеночку петли. Накид и за заднюю стеночку петли полустолбик. Накид и за заднюю стеночку петли полустолбик. И так дальше до конца ряда. Так, я связала 2 ряда. Еще делаю 2 воздушные петли, поворачиваю вязание и снова в первую не вяжу, со следующей начинаю вязать полустолбик за заднюю петлю, полустолбик за заднюю петлю. И так я буду вязать все ряды до тех пор, пока не наберу нужную длину резинки. У меня окружность головы 56 сантиметров. Я буду вязать где-то на 3 сантиметра меньше нужного, чтобы у меня резиночка еще немножечко она растягивается, поэтому с учетом растяжения где-то сантиметра 3 минус, то есть где-то 53 сантиметра я должна провязать. Вы ориентируйтесь по своей голове, можно просто примерять. Я тоже буду примерять по ходу вязания. Моя резинка готова, я ее буду измерять в растянутом состоянии, именно в растянутом, потому что я не хочу, чтобы у меня потом шапка на голове болталась. Вот у меня получается 27 сантиметров. Если хочет кто-то побольше, конечно же, можно связать и длиннее, и чтобы хлябало на голове, это уже кто как хочет. Теперь я делаю следующее. Я поворачиваю на изнаночную сторону. Беру, подхватываю первую вот эту вот ниточку, сюда протягиваю петельку. Дальше также точно все соединяю. Вот за полупетельки соединяю соединительными петельками.
на одной стороне, на противоположной стороне делаю соединительный столбик. На одной стороне и на противоположной стороне за полупетельки я подхватываю. Так, на лице получается вот так. То есть получается у нас узор совпадает. Вот эта вот состыковка, она очень похожа вот на это место. Все, продолжаем соединять дальше и переходим на вывязывание узора. Шов я сделала, вот такой получается шов, практически не заметен. Еще скажу, сколько у меня здесь ширина резиночки: 5,5 сантиметров. Сейчас я буду менять крючок на другой, более толстый, номер 4, и свяжу первый установочный ряд. 2 воздушные петли, и в каждую вот в эту вот перемычку я свяжу столбик с накидом. Стараюсь распределять так, чтобы сильно не прибавлялись у меня столбики, но и чтобы не было здесь стянуто. Вот, поэтому нужно внимательно следить, и чтобы вот не было таких больших промежутков между столбиками. Вот таким образом стараться распределять. Как-то нужно внимательно за этим смотреть, и желательно подхватывать не одну, а 2 ниточки. Вот таким образом мы вяжем установочный ряд столбиками с одним накидом. От него дальше у нас уже пойдет весь основной узор. Все, продолжаю набирать столбики на всю окружность. Все, я набрала количество столбиков по всей окружности. Я не буду даже их считать, потому что если у меня даже чего-то тут не хватит, я немножечко здесь подтасую. Так, делаю 2 воздушные петли с начала подъема, еще одну воздушную петлю, накид, и сюда же я свяжу еще один столбик. То есть, как вы поняли, я перехожу к вязанию узора основного. Галочка, накид, 1 столбик пропускаю, следующий я вяжу столбик рельефный лицевой с одним накидом. Дальше накид, 1 пропускаю, дальше я снова вяжу в 1 столбик, элемент галочка, столбик с накидом, воздушная петля, сюда же столбик с накидом. Накид, 1 столбик пропускаю, следующий я вяжу рельефным лицевым с одним накидом. Накид, снова 1 пропускаю, снова вяжу галочку, столбик с накидом, воздушная петля, сюда же столбик с накидом. Накид, 1 внизу пропускаю, следующий вяжу рельефным лицевым с одним накидом. Все, так вяжем до конца этого ряда. В конце ряда я покажу, что у меня получилось. Если у нас будет тут не хватать количества столбиков, я покажу, что можно сделать. Я подхожу к концу ряда. Здесь у меня связана в самом начале галочка, поэтому я должна буду закончить рельефным лицевым столбиком. У меня вот здесь как раз так все и получается. Единственное, что здесь у меня не будет одного пропущенного столбика, но это не беда, абсолютно не будет ничего заметно. Делаю рельефный лицевой и перехожу сюда в галочку с соединительным столбиком. Так, вот у меня узор совпал по раппортам. Теперь второй ряд узора. Узор этот состоит в высоту всего лишь 2 рядов. Так что я сейчас покажу, как вязать второй ряд. И эти 2 ряда будут всего лишь чередоваться в лицевых и изнаночных рядах. Вот сейчас будет изнаночный ряд, поскольку шапочка должна будет получиться с диагональными полосками, и чтобы эти полоски не смещались в сторону, нужно вязать обязательно лицевыми и изнаночными рядами. Вот, 2 воздушные петельки, накид, сюда же в это же место еще 2 столбика с одним накидом. Далее будет, где рельефный был лицевой, на лицевой стороне мы будем вязать его рельефным изнаночным, накид на крючок, крючок перед столбиком, вкалываемся и делаем столбик с одним накидом.
получается на лице у нас лицевой рельефный, а здесь лицевой рельефный изнаночный. Накид. В галочку связать 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. Дальше накид, снова рельефный изнаночный, крючок перед столбиком, столбик с одним накидом. Дальше сюда в галочку 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. Накид, снова рельефный изнаночный. И так дальше мы будем чередовать до конца ряда. Вот что получается у нас на лицевой стороне. Продолжаем вязание до конца ряда. Провязала до конца ряда, нахожу вторую воздушную петлю подъема, делаю соединительную петлю, поворачиваю вязание, перехожу соединительной петелькой в центральный столбик вот сюда, делаю 3 воздушные петли, это снова у нас лицевой ряд. Накид, сюда же я сделаю столбик с накидом, то есть я сюда связала галочку, и в лицевом ряду у нас снова будет галочка, лицевой рельефный, накид, центральный столбик, галочка, дальше лицевой рельефный и так далее до конца ряда. А в изнаночном ряду мы снова свяжем 3 столбика в галочку, рельефный изнаночный. Все, довязала лицевой ряд до конца. Перехожу снова в галочку, прямо вот так крючком, соединительной петелькой. Делаю 2 воздушные петли, поворачиваюсь, накид и вяжу снова изнаночным рядом 3 столбика с накидом в галочку. Первый у нас, естественно, из 2 воздушных петель подъема, накид, рельефный изнаночный, следующую галочку снова 3 столбика с одним накидом, 1, 2, 3, следующий столбик рельефный изнаночный. Так, и дальше вяжем до конца ряда, это изнаночный ряд. И теперь так мы будем чередовать эти 2 ряда, лицевой и изнаночный, на всю высоту шапочки, какая нам будет нужна. У каждого, естественно, будет своя высота. Нужно будет, конечно же, померить. Я буду вязать шапочку с удлиненной макушкой, поэтому у меня здесь будет, ну как сказать, я не буду здесь ничего рассчитывать, я буду просто вязать и мерить, вязать и мерить. А в принципе можно сделать следующим образом. Как вычесть высоту шапочки? Измерить сантиметровой лентой от мочки уха до мочки уха через самую выступающую точку на голове и поделить полученное количество сантиметров на 2. То, что в итоге вы получите, это и будет высота вашей шапочки. И от этого еще нужно будет отнять, если вы будете вязать шапку по голове, от этого нужно будет отнять 5-6 сантиметров на закрытие макушки. Вот и все. А сейчас добирайте высоту шапочки и встретимся на закрытии макушки. Я связала основное полотно шапочки на высоту, сейчас скажу какую. Если считать вместе с резиночкой, получается 24,5 сантиметра. Если без резиночки, то 19,5. Сейчас начну закрывать макушку. У меня провязан здесь лицевой ряд, в котором идет узор галочка рельефный лицевой. Сейчас я буду делать первый ряд убавок в изнаночном ряду. Так, 2 воздушные петли, сюда еще свяжу 1 столбик. Так-то у нас должно здесь быть 3, а в этом ряду я буду вязать по 2. Рельефный изнаночный. В следующую галочку я снова свяжу
2 столбика с одним накидом. 1, 2, рельефный изнаночный. Следующую галочку снова 2 столбика с одним накидом. 1, 2 и рельефный изнаночный. И так я буду вязать до конца этого ряда. Так, в следующем ряду в лицевом у нас должно было быть галочка рельефный лицевой. Сейчас будет вот сюда между двумя вот этими столбиками я провяжу 1 столбик с накидом. То есть сначала я сделаю 2 воздушные петли подъема, накид, дальше рельефный лицевой. Между двумя столбиками 1 столбик с накидом, дальше рельефный лицевой, дальше снова столбик с накидом между двумя столбиками, дальше рельефный лицевой и так дальше до конца ряда. Столбик с накидом между столбиками, рельефный лицевой. Выполняем до конца ряда эти убавочки. Сейчас будет третий ряд убавок. Мне необходимо вот здесь, где я соединилась в конце ряда, перейти соединительной петелькой вот сюда под рельефный лицевой. Сделаю 2 воздушные петли. В этом ряду у нас будут только рельефные лицевые столбики с одним накидом. Весь ряд. Вот эти столбики, которые между ними, мы будем пропускать. Вяжем весь ряд рельефные лицевые столбики. Ну и последний ряд убавок. Снова 2 воздушные на подъем, накид, рельефные столбики. Будем вязать 2 столбика вместе. Накид, первый рельефный не довязываем, второй рельефный не довязываем и провязываем вместе 3 петельки. Дальше снова первый рельефный лицевой не довязываем, второй рельефный лицевой не довязываем и все 3 петельки вместе. Итак, дальше до конца этого ряда все столбики вяжем по 2 столбика рельефных лицевых с одной вершинкой. Остается вот такое небольшое отверстие здесь. Можно ниточку сейчас оторвать, ставить в иголочку и собрать эти все петельки на ниточку, стянуть и закрепить на изнаночной стороне. Можно вывернуть шапочку на изнаночную сторону и здесь сделать вот так вот, чтобы получилась такая плоская макушечка. Вот здесь вот просто сделать шовчик. Или также точно столбиками соединительными пройтись вот здесь вот. И все. И получится такая шапочка. В принципе, она и с изнаночной стороны смотрится довольно интересно. Ну все, всем огромное спасибо за внимание. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Обязательно подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы оставаться в курсе новинок. Всем пока-пока. Увидимся в новых интересных видео.